Я недавно обратила внимание, что многие, очень многие портреты фигурантов моих рассказов, относящихся к концу XVIII – началу XIX века, написаны одной и той же художницей. Эти люди жили в разных странах, периодически воевавших друг с другом, и тем не менее их самые знаменитые, самые живые портреты написаны одной рукой. Их автор – Элизабет Вижели-Бран, изумительная женщина, портретистка всей Европы, прожившая потрясающую, полную приключений жизнь. Сегодняшний мой рассказ о ней. Когда я 100 лет назад читала в старых подшивках «Химии жизни» повесть Кира Булычева «Похищение чародея», меня в ней больше всего поразила не сама тема попаданчества. Тогда, кстати, еще очень новая, это сейчас этот сюжет уже оскомину набил, но повесть-то 1979 года. Так вот, не это, а пассаж о том, что гении мало того, что редко рождаются, но статистически им еще и очень трудно выжить и показать себя. Общественный строй обрекал людей, имевших несчастье родиться с рабским ошейником, на такое существование, что гений не мог проявить себя. В войнах, в эпидемиях, в массовых казнях, в темницах гении гибли чаще, чем обыкновенные люди. Они отличались от обыкновенных людей, а это было опасно. Гении становились еретиками, бунтовщиками. Гений – очень хрупкое создание природы. Его надо беречь и лелеять. Так вот, можно сказать, что Элизабет Виже очень и очень повезло. Не только родиться гением, но и родиться в семье, где ее способности были замечены и взлелеяны. И несмотря на то, что она многократно в течение своей жизни лезла на рожон, делала не как все, рисковала и спорила, наживала могущественных врагов, однажды чуть не попала на гильотину, ей удалось дожить до преклонных лет и оставить нам не только огромный массив прекрасных картин, но и подробные мемуары, рассказывавшие не только о ее личной судьбе, но и о времени, когда ей выпало жить и творить. Можно сказать, что Элизабет Вижели-Бран оставила два портрета своей эпохи – живописный и литературный. Она родилась в Париже 16 апреля 1755 года в семье художника Луи Виже, человека, у которого помимо таланта портретиста был еще и талант видеть способности в других и пестовать их. И когда маленькая Луиза Элизабет начала рисовать, восхищенный отец поклялся, что он вырастет из нее художника лучшего, чем он был сам. И он сделал все, чтобы выполнить обещание. Он умер, когда девочке было 12 лет. Но в этом возрасте она уже была на полпути к профессиональному успеху и славе. Мать водила ее в художественные галереи. Ведущие французские живописцы эпохи Габриэль Франсуа Дуайен и Жан-Батист Грёз давали ей советы. Она копировала Рубенса и Ван Дайка в частных галереях. Вдохновленная Рафаэлем, она наряжала портретируемых в романтические шарфы и шали, напоминавшие ей костюмы высокого возрождения. В 1774 году 19-летняя Элизабет Виже становится членом Академии де Сен-Люк, фактически гильдии парижских художников. Поступила она туда после того, как ее мастерскую закрыли, потому что она работала без лицензии. Теперь она, так сказать, была официально художником, и ее слава растет. Сочетание блестящей техники, модного романтического стиля и умение тонко польстить клиенту, не доходя при этом до вульгарности, делают Элизабет совершенно незаменимой в модной парижской тусовке. Очень быстро юная художница становится не только самым затребованным, но и самым высокооплачиваемым портретистом столицы. В очереди к ней сидят не только французские, но и приезжие аристократы. Граф Орлов, Петр Шувалов, один из фаворитов императрицы Елизаветы, герцогиня Орлеанская и многие другие. Это был блистательный восход новой звезды.
Но судьба не могла раздавать ей одни розы охапками. Скажем так, ее путь был усыпан розами вперемешку с осколками стекла и тухлыми яйцами. И Элизабет показала, что она может блистать и покорять сердца не только когда все идет хорошо. После смерти отца, которую она горько оплакала, ее мать повторно вышла замуж за ювелира, человека богатого, но бесчувственного. С отчимом у Элизабет отношения совершенно не сложились. Он ничего не понимал в искусстве, зато уверенно забирал себе гонорары падчерицы. И поэтому, когда известный художественный агент и продавец картин Жан-Батист Лебран предложил ей руку и сердце, она отвечает согласием. Далеко не все считали, что он для нее хорошая партия. Почти никто так не считал. У Жан-Батиста была репутация. Он был повеса, игрок и вообще тот еще хмырь. Элизабет же уже была успешной, хорошо оплачиваемой художницей, и ей не нужен был мужчина, чтобы получить положение и содержание, как большинству девушек ее круга. Даже в день своей свадьбы она все еще колебалась. Но жить в доме отчима стало совершенно невыносимо. Ее жених вообще-то уже в этот момент был уже помолвлен с другой девушкой. Но это ладно, что он передумал на ней жениться. Он не хотел разрывать предыдущую помолвку, потому что через нее он пытался заключить выгодную сделку. И когда Жан-Батист и Элизабет в конце концов поженились, он попросил ее немножко подержать их брак в секрете, пока сделка не была завершена. Поэтому в течение 2 недель после тайной свадьбы к художнице приходил поток людей, сообщавших ей всякие гадости о ее муже и старавшихся отговорить ее от этого брака. А она только молчала и кивала. Элизабет писала впоследствии, что, несмотря на свои недостатки, ее муж оставался приятным человеком, и они хорошо понимали друг друга. Кроме того, у него были широкие связи в художественных кругах, и он стал фактически менеджером своей талантливой жены. И под его менеджментом популярность Элизабет взлетела до небес, а вместе с ней ее гонорары. Молодая пара становится одними из самых популярных людей в Париже, и на их салоны стягивается самая блестящая публика. О них начинают говорить. Отнюдь не всегда хорошее. Популярность Элизабет, ее безусловная привлекательность и дружелюбный непосредственный характер становились причинами того, что о ней начинали ходить нехорошие слухи. С написанным ею портретом министра финансов месье де Колонна был связан целый скандал. Ходили слухи, что министр заплатил художнице очень крупную сумму, потому что у них был роман. Ее муж как раз начал строительство особняка в Париже, и общественность шепталась, что дом этот построен на деньги де Колонна. Знаменитая парижская оперная певица мадемуазель Дарну сказала о портрете министра: «Мадам Лебран отрезала ему ноги, чтобы он не смог сбежать». Элизабет была очень возмущена этими сплетнями. Вообще-то приставания портретируемых мужчин доставали ее с подростковых времен. Она была очень хорошенькая, и высокопоставленные клиенты регулярно с нею заигрывали. Поэтому она придумала сажать их в позу, когда они смотрят не прямо, а куда-то в сторону, чтобы они не таращились на нее во время работы. Говорят, Элизабет невольно ввела в моду этот героический взгляд в верхний угол, типичный для мужских портретов неоклассицизма. В 1787 году она вызвала еще один небольшой публичный скандал, когда ее автопортрет с дочерью Жюли был выставлен в Парижском художественном салоне. В следующий раз, когда вы будете устраивать какие-нибудь викторины, обязательно включите этот вопрос. Почему этот чудесный портрет юной матери с милой девочкой вызвал такое негодование? Никто ж не угадает. Публику возмутил факт, что на портрете художница улыбается, показывая зубы. На этот момент это было страшно непривычно. И это будет непривычно аж до самого изобретения фотографии. Что я говорю?
Не просто фотографии, желатиновой печати, сократившей выдержку до долей секунды. А до этого на портретах никто сильно не улыбался, и публика привыкла видеть сдержанные полуулыбки с сомкнутыми губами. Но Элизабет, несмотря на скандал, будет упорно рисовать свои модели жизнерадостно и открыто улыбающимися, радующимися жизни, как она сама. Но настоящим расцветом своей карьеры художница была обязана покровительству молодой королевы Марии Антуанетты. И это покровительство в будущем поставит ее в огромный риск. Опасно дружить с королевами. Несмотря на свою популярность и порядочный стаж, 23-летняя Элизабет Виже-Лебран здорово струхнула, когда к ней впервые пришел заказ написать королеву Франции. Этот громоздкий парадный портрет Марии Антуанетты 1778 года, первый из более 30 портретов королевы, написанных Виже-Лебран, вероятно, самый неудачный, плохо скомпонованный, мрачный по цвету, неинтересный. Он понравился только маме королевы Марии Терезии, всегда желавшей видеть дочь более степенной и скромной. Насколько же он контрастирует со знаменитым портретом королевы в муслиновом платье с розой в руке, который Виже-Лебран выставила в салоне через 5 лет. К этому моменту художница уже гораздо лучше понимала свою модель. Живой, неформальный, свежий, совершенно не королевский, лишенный парадности и строгости, этот портрет вызвал такое возмущение, что Элизабет пришлось спрятать его с глаз долой подальше от публики и переписать. Шок вызвало модное платье без фижм из простой белой хлопковой материи. Мы привыкли считать Марию Антуанетту любительницей роскоши, спустившей на платье весь государственный бюджет. Но на деле королева действительно любила моды, но не роскошные придворные облачения с монументальными юбками, в которых невозможно было ни сесть, ни повернуться. В неформальной обстановке она носила сама и популяризовала среди придворных дам вот такие свободные, неструктурированные платья-сорочки из легкого муслина. Они были удобны, они были современны, и они были в большой моде. И в таком виде Лебран могла изображать мадам дю Барри, любовницу короля, или герцогиню де Полиньяк. Репутацию этой женщины было уже трудно сильнее испортить. Но не королеву Франции же в одном нижнем белье. И мало того, что Мария Антуанетта была изображена как какая-то пастушка в одной рубашке и соломенной шляпе. Козы только не хватает. Это к тому же был бенгальский муслин. Келерер. И те из вас, кто отсидел трехсерийную историю Остинской кампании, сейчас удовлетворенно кивают, прекрасно понимая, как непатриотично было для французской королевы одеваться в импортный индийский хлопок. Короче, Лебран быстренько переодела королеву в парадное шелковое платье, олицетворяющее торжество отечественной шелковой промышленности. 31 мая 1783 года Виже-Лебран была принята в члены Королевской академии живописи и скульптуры. Для того, чтобы пробить упрямство академиков, до нее принявших в свои ряды всего 25 женщин за 1,5 столетия, ей пришлось попросить протекции самого короля, благо она теперь могла это сделать. Элизабет было противно опускаться до блата, но она была уверена, что без этого ее не примут, потому что, оцените, ее муж был не художником, а торговцем произведениями искусства, арт-дилером по-современному. Вы спросите, ну и при чем тут муж? А при том, что по тогдашним французским законам жена считалась принадлежащей к той же профессии, что и муж. Ну и что она нарисовала портреты половины коронованных особ Европы? Все равно она с точки зрения академиков была торговка картинами. Элизабет пробыла академиком до Великой Французской революции, которая принесла французам свободу, равенство и братство и отменила членство женщин в академии. Но это была самая малая неприятность. Близость Виже-Лебран к королеве была широко известна. Ее дом начал подвергаться нападениям санкюлотов. Общество, казалось, находилось в состоянии полного хаоса, и честные люди были оставлены на произвол судьбы,
писала она в мемуарах. Казалось, все были больны от страха. Поскольку ситуация продолжала ухудшаться с каждым днем, художница решила покинуть Париж и получила паспорта для себя, своей дочери и их гувернантки. Но на следующий день к ней в дом пришел отряд национальных гвардейцев и приказал ей никуда не уезжать. Фактически она оказалась под домашним арестом. Но вечером двое из тех гвардейцев вернутся и посоветуют ей как можно быстрее покинуть город, но вместо личной кареты сесть в дилижанс. 5 октября 1789 года толпа голодных парижан изгоняет короля и королеву из Версаля. И в полночь того же дня Виже Лебран с дочерью Жюли и гувернанткой, одетые как можно беднее, чтобы не привлекать внимания, садятся в дилижанс и уезжают из Парижа. Элизабет еще не догадывается об этом, но она покидает Францию на 12 лет. Начинается этап ее большого европейского путешествия. Первой страной, куда отправилась Элизабет, была, конечно, Италия. Добравшись до Пармы, Элизабет остановилась у друзей, и там она была принята в местную академию художеств. В Неаполе она рисовала портреты сестры Марии Антуанетты, неаполитанской королевы Марии Каролины и 4 ее старших детей. Но самыми знаменитыми итальянскими работами Виже Лебран стали ее портреты пресловутой Эммы, леди Гамильтон. Наконец-то Элизабет не нужно льстить своей заказчице. В этой яркой девушке, находившейся в самом расцвете своей пышной красоты, Виже Лебран нашла идеальную модель. Бывшая уличная девчонка, а теперь жена британского посла, прославившаяся в свете за свои живые картины, в которых она позировала в образах античных героинь, Эмма Гамильтон предстает на портретах Виже Лебран в образах Ариадны, Вакханки и Сивиллы. Сивилла была любимой работой Элизабет. Она выставляла этот портрет в Венеции, в Вене, в Дрездене, в Санкт-Петербурге. А сейчас я за него рискую быть забаненной в Фейсбуке. Виже Лебран обожала писать своих современников, особенно молодых и красивых современниц, в образах античных богинь и героинь Гомера, что, с одной стороны, соответствовало тогдашнему направлению в псевдоисторической живописи, а с другой не уставало возмущать зануд всей Европы, которым не нравилось видеть своих родственниц босиком и в полупрозрачных туниках. Уставшая от европейских принцесс, боявшихся лишний шаг ступить, чтобы не разозлить маменьку, Виже Лебран мечтает познакомиться с российской царицей Екатериной II, которую она считает образцом сильной независимой женщины своего времени. В 1795 году художница отправляется в Санкт-Петербург. Она проведет в России 6 лет и будет хорошо принята двором. Но были, конечно, и конфузы. Когда Лебран изобразила внучек императрицы, Елену и Александру Павловны, в греческих туниках с руками открытыми до плеч, фаворит Екатерины, Платон Зубов, сообщил ей, что картина возмутила императрицу из-за того, что рукава так короткие. Обескураженная Лебран поспешно пририсовала туникам длинные рукава. Позже, уже когда Павел стал императором, Лебран передала ему слова Зубова о том, что покойная императрица была недовольна портретом его дочерей, на что Павел пожал плечами и сказал: «Они над тобой пошутили». Элизабет так и не удалось лично познакомиться с Екатериной II. Та неожиданно умерла на следующий день после того, как Виже Лебран получила согласие написать ее портрет. В каждом европейском городе, где она задерживалась, Виже Лебран становилась членом местной академии художеств. То же самое произошло в Санкт-Петербурге. И ее конкурсный автопортрет, кстати, все еще висит в Эрмитаже. И я вообще считаю, что самый лучший ее портрет был написан в России. Это портрет Варвары Головиной. В отличие от знаменитой Сивиллы, сильно морально устаревшей за прошедшие 200 лет, в этом портрете Лебран отказалась от своего несколько слащавого модного романтизма и стилизации. И в результате получилось совершенно вневременное, потрясающего реализма произведение. Как видите, она могла, если хотела. Просто она не всегда хотела. Точнее, ее заказчики навязывали ей пошловатый модный стиль.
К большому расстройству Элизабет, ее единственная дочь Жюли вышла в Петербурге замуж за секретаря директора императорских театров и осталась жить в России. Сама же Лебран наконец решает вернуться в Париж, несмотря на уговоры многочисленных друзей, которых она успела завести в России, и с некоторыми из которых она будет долго поддерживать отношения, переписываться и встречаться в Европе. К этому времени ее имя уже было вычеркнуто из списка контрреволюционных эмигрантов, и в январе 1802 года Элизабет наконец-то возвращается на родину. Но в Париже, к ее изумлению, она не чувствует себя как дома. Ее муж за время ее отсутствия успешно проиграл в карты значительную часть ее состояния. В 1802 году она потребовала от него возврата приданого, и они фактически развелись. Вскоре она почувствовала душевную муку. Все в Париже напоминает ей о первых днях революции. И Виже Лебран решает съездить в Англию. Той же весной она снова покидает Париж. Она отправляется в Лондон, как она думает, только на несколько месяцев. Лондон Элизабет, мягко говоря, не понравился. Там было шумно, сыро и холодно. Она также обнаружила, что там ей не хватает источников вдохновения. Публичных художественных галерей в городе еще не существовало. Элизабет посетила все достопримечательности, в том числе Вестминстерское аббатство, саркофаг Шекспира, собор Святого Павла, Лондонский Тауэр. Но этого было мало для ее эмоциональной натуры, живо откликающейся на внешнюю красоту. Ей также претили строгие нравы англичан, особенно то, насколько тихо и пусто было в городе по воскресеньям, когда все магазины были закрыты и не давалось никаких спектаклей и концертов. Местные светские рауты показались ей занудными и чопорными. Вскоре после ее прибытия Амьенский договор был аннулирован, и возобновились военные действия между Францией и Великобританией. Британское правительство приказало всем французам немедленно покинуть страну. Но для мадам Виже Лебран было сделано исключение. Принц Уэльский лично вручил художнице разрешение короля. Но оставаться в Лондоне становится неуютно, и Элизабет уезжает в деревню. И там-то она, наконец, открывает для себя красоту английской сельской местности. И очарованная бесконечно рисует провинциальную Англию, которая кажется ей не менее живописной, чем Италия. В результате она пробудет в Англии почти 3 года вместо запланированных 5 месяцев. И засобирается назад в Париж только когда узнает, что туда приехала ее дочь. И опять многочисленные друзья, которых она завела в очередной стране, будут тщетно умолять ее остаться. Вернувшись в Париж, Элизабет с радостью обнаруживает там Жюли с мужем, который прибыл во Францию в командировку. К ее тайной радости, из-за которой Элизабет вечно будет мучить совесть, брак Жюли фактически распался, и ее муж вернется в Петербург один. Между тем, Виже Лебран пытается заслужить доверие нового императора, Наполеона Бонапарта. И она пишет портрет его сестры Каролины за полцены. В мемуарах она назовет этот заказ настоящей пыткой. Невозможно описать все досады и муки, которые мне пришлось пережить, рисуя этот портрет. Она регулярно не являлась на наши сеансы, что означало, что я была принуждена оставаться в Париже на все лето, ожидая, обычно тщетно, ее появления. Я не могу вам передать, как эта женщина испытывала мое терпение. Более того, перерывы между сеансами были настолько велики, что каждый раз, когда она появлялась, ее волосы были уложены по-другому, потому что мода изменилась. То же самое происходило с платьями. В конце концов, мое раздражение достигло апогея. Однажды, когда мадам Мюрат сидела в моей мастерской, я сказала господину Динону достаточно громким голосом, чтобы она могла расслышать. Когда я рисовала настоящих принцесс, они никогда не доставляли мне никаких хлопот и никогда не заставляли меня ждать. Достаточно сказать, что это был первый и последний заказ от семьи Бонапартов. Наполеон вообще, похоже, считал ее английской шпионкой, и в 1807 году неусидчивая художница отправляется от греха подальше в Швейцарию.
Вежа Лебран дважды совершит путешествие по Швейцарии, не уставая восхищаться горами, ледниками, озерами и детской наивной добротой местного населения в письмах к многочисленным подругам. Она была уже полномасштабной европейской знаменитостью и спокойно ездила куда ей было угодно, пользуясь безотказным гостеприимством местного начальства и аристократии. В Швейцарии Вежа Лебран встретит знаменитую светскую левицу, диссидентку и писательницу мадам де Сталь, отправленную в изгнание наполеоновским режимом. Она напишет ее знаменитый портрет в образе ее героини Карины, который сейчас украшает обложки многих переизданий этого романа. Вернувшись в очередной раз в Париж, Вежа Лебран приобрела дом Лувисьене. Сейчас это часть Парижа, а тогда это был пригород. Наконец-то она нашла себе окончательный дом, который ей нравился и в котором она готова была остаться. Но очередная война не заставила себя ждать. 31 марта 1814 года на ее дом совершили набег прусские войска, продвигавшиеся к Парижу на заключительном этапе войны шестой коалиции. В Германии эту войну называют освободительной. Вежа Лебран находилась в блаженной неосведомленности о приближении фронта и уже легла спать, когда ее дом начали грабить прусские солдаты. Ей пришлось скрываться в какой-то пещере с местными купцами, жаждавшими, чтобы прусаки поскорее взяли Париж и восстановили бурбонов. Когда Наполеон отрекся от престола, Элизабет ликовала. Она вообще с олимпийским спокойствием отнеслась к тому, что прусские солдаты разграбили ее дом, признавая, что французы творили в их стране гораздо худшее. Вообще она была убежденная роялистка, но не только потому, что она была протеже казненной Марии Антуанетты. Наполеон возмущал ее тем, на что он обрек их страну. В своих мемуарах она напишет: «Не желая оскорблять память великого полководца и многих храбрых генералов и солдат, которые помогли одержать столь громкие победы, хотелось бы все же спросить, куда нас привели эти победы, и владеем ли мы еще какими-либо землями, которые нам так дорого обошлись? Что касается меня, то сводки о русской кампании одновременно огорчали и возмущали меня. Одно из последних донесений с фронта рассказывали о потерях тысяч французских солдат и добавляли, что император никогда еще не выглядел так хорошо. Мы прочитали этот бюллетень и так разозлились, что бросили его в огонь». Ее дом будет разграблен еще раз, на этот раз британскими войсками, когда после возвращения Наполеона с Эльбы и битвы при Ватерлоо союзнические войска преследовали императора до самого Парижа. Но она не бросит этот дом и останется в нем до самой смерти, приводя его в порядок после каждой очередной войны. Ее бывший муж умер в 1813 году, и хотя они разошлись, его смерть сильно опечалила Элизабет. В 1819-м умерла ее дочь Жюли, и это ее чуть не убило. В следующем году ее брат Этьен умер от алкоголизма. Друзья посоветовали горюющей художнице поехать на юг, чтобы развеяться. И она отправляется в очередное путешествие, в этот раз по родной Франции. Орлеан, замки Луаре, Бордо. Это будет ее последнее большое путешествие. Остаток жизни она проведет в своем доме в Лувисьене, где вокруг нее образуется новый круг друзей. Писатели, художники, драматурги. Самые интересные люди эпохи. Своих племянниц, дочерей покойного брата, она вырастила как родных детей. И младшую Жени она с детства будет обучать рисованию. И с радостью будет наблюдать, как та вырастет в профессионального художника. Элизабет Вежа Лебран умерла в 1842 году. А за 4 года до этого ее соотечественник Луи де Гер сделает первую фотографию с людьми. Вскоре фотографические портреты начнут замещать живописные. Теперь любой человек, не только короли и императоры, может навечно сохранить свой образ на фотокарточке. Художники-портретисты, такие как Элизабет и ее отец, уйдут в прошлое. Но ее эпоха до фотографии, навечно останется запечатлена в 662 портретах,
с которых на нас смотрят ее современники и она сама. На сегодня у меня все. Запоздало поздравляю вас с началом учебного года. На следующей неделе я, как обещала, выложу для скачивания мою детскую книгу «Эсмеральда на Пангалее». Подписчики на Бусти и Патреоне, как всегда, получат доступ к книге заранее и бесплатно. Если вы все еще не знаете, что такое Бусти и Патреон, оставайтесь на рекламу. С остальными прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.